И всем привет, друзья! С вами снова я, Геймер. И что же, наконец-таки я записываю вторую часть, потому что первую я прошел. И у нас сегодня с вами Салекзе, Continue Nightmare, а вы Part 2. Да, так что превьюшка тоже изменится. Хотя основной концепт я не буду как-то перерабатывать. Что же, у нас сегодня с вами концовка «Конец надежды», да? В этой части концовки называются слишком эпично, не просто выживших и так далее, да? Прям так, как будто бы тут что-то будет основное, страшное. Но нет, нужно просто умереть за всех, и это и есть конец надежды. Также будут еще всякие приколы за Соника, но покажу это потом. Сейчас главная задача за всех умереть. Да. Черт. Челка на глаза лезет. Сейчас поправлю. Заколочку забыл, но неважно, невидимку. Что же, начнем. Скрим. За нее есть интересные вещи. Крутые заставки, круто все сделано. Хардмода нет. Всяких вот этих приколов, да? Видимо, автор не успел просто доделать. Так что у нас обычная нормальная сложность, как и у всех. Что это за место? Похоже на заброшенный город. Может, мисс Эми и мисс Салли тоже здесь? Надо поискать их. И у нас 5 секретных окон. Вот так встаем и прыгаем. Сам их все нашел. Но Вицензаку Денису спасибо огромное за подсказки, что нужно делать и так далее. Все подробно прохожу. Добро пожаловать в Дезерт Таун. Самый теплый город в северных краях. Похоже, это место было более живым раньше, но теперь оно кажется мертвым, безжизненным. Что же здесь случилось? Ну вот и все. Выпрыгиваем. Блин, красивая локация, мне очень нравится. Похоже, я знаю, что я на рабочий стол снова себе буду делать. Очень красиво. Так, тут ничего, можем смело бежать дальше. Тут не можем запрыгнуть. Также есть возможность очень быстро умереть. Вот тут. Вы узнали? Это со стеночки. Одна девочка. Это кровь и трупы. Мистер Соники, мне страшно. И мы тут можем умереть. Наверное, ты не слышала. Много будешь знать, скоро сдохнешь. Звук Дезертигла. Да, я действительно знаю звуки оружий. Жаль, что не Барретт. Да, но слишком для крольчихи было бы. Ладно. Никакого живодерства. Поехали. В принципе, я одну вам показал. Смерть. Вот, покажу все остальные теперь окошечки. Опа, сюда смысла нет заходить, уже тут были. Можно выйти, зайти, не обязательно идти в конец и умирать. Тут ничего нет, как видите. А вот тут нужно разогнаться и джампить, словно вы в Майнкрафте, на льду. И вот так пробегаете. Если бы вниз упали, был бы диалог. Я вам его тоже покажу. Но только в следующей серии. Сейчас тут это значение не имеет. Здесь покоится Христигоу. Покойся с миром. 651-658. И тут ничего нет. В окна забегать повторно нет смысла, ничего там не будет. Такс. Тут ничего нет, конец. И это просто альтернативный путь. После обрушения. Да, кстати, если цифру 0 нажимать, тут все самые эти работают. Даже чит-код на Салле. С бесконечным щитом. Ну как чит-код? Не совсем чит-код, но все же. Кто смотрел прошлую часть, понимаете. Так что идите, новенькие зрители, смотрите по плейлисту, по подсказочке. Все у меня аккуратно разложено. Да. О, сюда можно зайти еще. Вау! Это платье прекрасно выглядит. Жаль, я слишком мала для него. Хотела бы я, чтобы мисс Эми примерила это. Ну, она, конечно, ребенок, но звучит жутко, чтобы она примерила того, кто, скорее всего, уже мертв. Но неважно. Жаль, тут призрака нет никакого, типа, возвращаешься. Ну да. Так, не шутить про всякие комиксы. Чтобы мисс Эми одела то, что ей мало, и вот все такое. Простите. Так. Вот тут можно будет еще проскочить. И еще одно окно попасть. Отлично. Ой, забаговалась девочка. Я никогда не прощу того, что вы сделали.
Пускай я не смогла защитить город, но я отомщу. Я убью каждого, кто придет сюда, даже ценой собственной жизни. О. А? Тут ничего нет? Блин, очень шикарная локация. Мне очень нравится. Я не знаю, откуда ее брал, уважаемый мистер. Но все же. Ну вот, в принципе, и все. Можно умирать. Ну давайте я вам могу еще перезапустить игру и показать диалог за нее, когда вы падаете. Ну и плюс цифрой 0 можно скипнуть это дело. Вот так вот. И все. Ну и тут можно умереть в этом моменте. С помощью цифры 0 можно скипнуть диалог, если вы все-таки упадете. Такие дела. Ну и да, пусть нас тут убивают. Гивапчики все то же самое, смысла показывать нет. Знаете, проблема этой игры в том, именно второй части, что она очень долго запускается. Не знаю, может на Windows 10 только так, но это прям бред. Это именно проблема в оптимизации игры, потому что уж простите, у меня комп мощный уже, как год. Вот. Обновлял, очень сильно обновлял. Прям пипец. Так что... Да, это все заделка под будущие стримы. Потому что это нужно. Ну и плюс у меня OBS адекватно работает с этой видеокартой. И оперативкой, и ядрами, да неважно. Короче, покажу вам местечко, где можно упасть. Не буду вам показывать, что вот тут вот диалог можно скипнуть, если на 0 быстро нажимать, без энтера. Ого. Я нашел пасхалку. Вы видели? Если молчать, то вон что появляется. Я уточню, вид Сназака. А так на каждом диалоге, если молчать? Я просто отвлекся, пока поправлял волос. Ладно, я вас понял. Ау, это больно, но я хотя бы жива. Куда я упала? Ну вот, в принципе, и все. Можно так быстро умереть. Показываем остальных. Так, берем Эми. Ну, за нее быстро можно умереть. А, не буду скипать на 0. Кстати, я с первого раза прошел тот эпизод за Крим, где нужно убегать за нее. Случайно, за кадром, но не стал себе спойлерить. Ну, просто с первого раза. Я не знаю, как я это сделал. Так же, как и за Соника тоже. Да, тут можно будет играть за Соника. Так, давай. Минус жопа. О, интересно. Покажу гивапчик. Давайте как гивапчики покажу. Starlight Zone. Как же я ее обожаю просто. Ну, с моим детством связано. Все-таки первый Соник был именно моим первым. Потом уже Соник 2. И потом Соник 3. То есть поочередно. Блин, шикарно вот эта идея. Мне очень нравится. Что они бегут, типа разминаются все. Ну и да, тут щит можно бесконечно за Салли использовать. Если уметь им жонглировать, конечно. Вот. Ну и что же? Ой, какие-то пролаги, это странно. OBS, ты че? Ну, как видите, да? Окей, не будем себя спойлерить, умираем. Ну вот и все. И теперь у нас, конечно же, за Соника. И тут у нас развилка. Нужно либо помереть за Соника в самом начале, да, либо же помереть от сердечного приступа, то есть не бить Экзектора. В итоге, да, не успеть его убить. Или же, конечно же, убить Экзектора. Так что будем смотреть. Он солгал. Он солгал. Он предатель. Он предатель. Он убил всех. Он убил всех. Его гнилое сердце будет скормлено червям. Его гнилое сердце будет скормлено червям. Психоёж! Слушайте! У меня просто ностальгия. Гранд Леон раньше снимал интересные, смешные видосы по Сонику лет 6, наверное, назад, я не знаю. Но я им тоже вдохновлялся, как и Декартом. Ну и вот превьюшка банально. Вау! Все, ностальгия. Соник, что ты задумал?
Как ты перешел форму броненосца? Ты предатель! Я пущу тебя на корм червям! Значит, ты решил поиграть в героя? Ну что ж, я не против. И умираем. Случайно дайте умереть мне, а? Спасибо, Энерджи. Отлично. Конец надежды. Вот и, пожалуйста, не перематывайте, покажу вам еще кое-что интересное. Ну и плюс попробую за Салли умереть в том уровне последний, по факту. Кстати, код Юим работает на главном экране, как и в первой части, в отличие от Level Select, которого тут нет. О, Денис Казанцев. Даже номером указан. Интересно. Ну и титры все так же подлагивают, когда на 0 их ускоряешь. Хочу за Салли показать смерть. Если она тут есть. Ну, как-то отличается. О. Кстати, нашел наконец-то вам время это сказать. Вот, пару роликов назад, когда я... да, Джантика показывал. Тут, к сожалению, никаких таких приколов нет, но все же. Вот, когда я показывал Джантика, я упомянул, что можно собрать доп. Изумруд. Если прям невероятным образом собрать все изумрудики. Когда ты вылетаешь, все 3. А оказывается нет, их можно позже подцепить. Да, когда вы пролетаете уже на пчеле за Эми. Так что исправился. Вот вам сообщил. Если вообще кто-то понял, о чем я. Ну, вот такой вот девапчик засали. Ничего тут вообще нет. Ну, такие дела. Так что умираем за остальных. Ну, кстати, за Эми можно еще в другие уровни попасть. Там можно на Каузу попасться, и будет лабиринт зон, но это не важно. Все это я вам покажу. О, кстати, полноценную смерть. Ничего такого. Абсолютно. Что же, поехали за Кримку. И теперь будем проходить за Соника, но не убивая Экзектора. Блин, какой эмбиент тут охерительный, я просто не могу. Он шикарен. Ладно, у меня получалось на 0 проскипать. Странно. Окей, за кадром. Не, я потихоньку привыкаю уже к этой игре. Да. Да и багов тут вроде не так уж уже и много. Я не замечал застреваний. Ну да, тут нет, типа, склонов пока что. Чё, стоим, в принципе, и умираем. Отлично. Ну и что же, психоёж? Психоёж. Я не могу. Ностальгия, ностальгия, ностальгия. Так что код на 350 жизней Юим тут работает. Что же, будем читать диалоги. Проходим. Надеюсь, я сейчас не заболтаюсь и не будет проходить хуже. За кадром я прошел с первого раза. Ну, имеется в виду без дамага. Так, это все было. Ага, вот я и за кадром понапроходился. Но все равно буду болтать. Я убью тебя! Воу, остынь. Соник, если бы ты слушал нас скрипом, ты бы знал, что мы тебя не предали. Девчонки, как и остальные, должны были умереть. Для успешного перерождения ты мог бы проявить больше уважения. Ты все еще можешь общаться с ними. Ты пытался показать себя, как друга. Говорил, что спасешь нас от... Кто бы ни были эти высшие. А в итоге, ты просто убил всех, кто мне важен. Всех до единого. Я знал, что тебе нельзя доверять. Если мы будем его бить, никаких доп. Диалогов не будет. Я не лгал. Ты просто не слушал. Будто что-то отвлекало тебя. Не скажешь, что это было? Никто меня не отвлекал. Ты не сказал ничего об этом, жалкий ушец. Если бы их поймали другие демоны, поверь мне, с ними бы произошло это. Избиение, изнасилование, ампутация органов, уничтожение любой чести и морали, обезумевание. И это лишь малая часть того, что каждая из девчонок испытает. Даже Крим. О, это было красиво, словно самолеты. Думаю, ее возраст волнует их последним. Нет, ты лжешь. Ты... Хочешь сделать с ними то же самое. Если бы я был таким маньяком, ты бы не увидел новых Тейлса и Наклса.
Не будь идиотом! И он устает. Ты лжешь. Простите, друзья. Я не могу. Интересно, где ты нашел силы, чтобы сопротивляться мне? Оу, приступ. О, нет, он смог задействовать внутренние резервы. Как? Похоже, перегрузка привела к сердечному приступу. Теперь я должен сообщить его друзьям об этом. Прощай, Соник. Это было глупо, но понимаемо. По факту, самый добрый демон. Вот и все. Но теперь мы должны его убить и не получить урон. Это самое важное. Если бы я сейчас не получал урон, все равно было бы то же самое. А нужно его именно бить. И, кстати, вот такой вот прикольный артик появляется. Забыл вам показать, да? Вроде бы забыл, вначале я про это не говорил. Вот. Перед заходом в игру. Очень круто нарисовано. Тот же автор, что и первую часть рисовал. Молодец. Ну и тут то же самое. Ну и что же? Остается только заткнуться к чертовой матери и попробовать пройти это без хитов. Это я, в принципе, делал за кадром, случайно, но тут я болтаю, постараюсь меньше болтать. Окей? Ну и плюс заколка-невидимка, которая дает плюс 10 к силе. К сосредоточенности. Ладно. Нужно бить, когда он закрывает глаза. Так. Глаза не закрыты в диалоге. Отлично. Уворачиваемся. А если что, бить на Z. Но у меня это нампад 4. Улыбается, черт. Так. Глазки закрывать будем? Да, чертиво. Есть удар. И диалог скипается. Благо никаких новых диалогов не будет, если вы уже их читали. От ранения имеется в виду. Глазки закрывать будем? Нет. Чертиво. Закрыл. Есть. Есть. Получается, теперь я более самоуверенный ублюдок, чем обычно. Пойду к Сео-3 билет куплю. Ага, ни хрена себе. Есть! Есть. Нажал, пока у него были не закрыты глаза, но это можно сделать, если вы достаточно ударов нанесли. Охренеть, с первого раза. Ой, эта локация 3 года назад снимал. Ой, ностальгия какая. Ну что, Соник, ты счастлив? Ты наконец-то добился своего. Мы с Эгманом мертвы. Салли? Но почему? Я победил демона. Все должно было уйти. Демона? Нет, Соник. Здесь нет демона. Это ты, чокнутый. Чего? Я знаю, что я видел. Я не спятил. Я понимаю, что ты недолюбливаешь меня. Наши отношения давно стали напряженными. Я пыталась осудить тебя за то, что ты отказался вступать в ряды борцов за свободу. Но я думала, что мы все же союзники. Хоть немного. Я думала так. А ты просто разодрал меня на куски. В твоих глазах было столько радости, когда ты выдирал мне руку, ногу и перегрыз мне горло. Что? Салли, ты же шутишь? Я не делал этого. Я даже не думал о таком. Мне казалось, что я потерял вас. И я перешел в суперформу, чтобы отомстить. Я контролировал себя. Контролировал? Да.
Ты точно контролировал себя, когда убивал меня, Тейлза, Наклза и Эгмана, и даже Эми. Она пыталась остановить тебя, воззвать к твоей душе. И чем ты ей отплатил? Просто изнасиловал ее, выдирая части тела. Ты, блядь, улыбался, пока она захлебывалась в собственной крови, пока она визжала от боли. Чего? Я бы никогда такого не сделал. Я даже не думал о таком. Ты обесчестил ее, свою девушку. Я не мог. Правда. Демон обманул меня. Да, этот больной урод-демон. Здесь нет демонов. Лишь ты, Соник. Ты сумасшедший. Все они умерли из-за тебя. Ты сумасшедший супер-ёж. Кто выдрал уши у Крим и кинул плачущую крольчиху на циркулярные пилы? Прощай, дряной уёбок. Надеюсь, ты счастлив. На месте него я подумал, что это просто иллюзия. Что меня пытаются обмануть. Экзектор. Иначе с чего у них появился разум, у рабов? О, это похоже на сцену из Suicide Hill, который был в первой части. Имеется в виду не Салли Экзе, а Соник Экзе. Nightmare Beginning. Я не мог. Я бы не сделал этого. Даже в этой форме. Нет. Салли, Крим, Тейлз, Эми. Я умоляю, простите. Я не хотел. А я был прав! Я, честно, себе не спойлерил. Стратегический мозг дал о себе знать. Ты почти победил меня. Я не смог сдержать злость. Извини, Соник, я облажался. Ну вот и конец, но не убегайте, я вам хочу показать еще, спасибо Вицензаку за это, специальные коды, которые предназначались для двух популярных Sonic X ютуберов. Это, естественно, Костас и Sunfire, кстати, видос которого я сейчас смотрю. Вот, он по этой части тоже делал. Чуть там посмотрю, что да как, типа, сколько видосов и так далее. Так что вот эти коды, пожалуйста, можете их использовать, мне разрешили вполне себе. Так что... Сейчас я вам покажу эти интрухи, этих двух персонажей. Да. Вводим интрухи прямо тут. Да. Приветствую, дружище. Рад, что ты пришел ко мне. Теперь вдвоем, общими усилиями мы сможем пройти это приключение и уничтожить всех врагов. Что? Демон? Ты решил помешать мне пройти мой квест? У тебя ничего не выйдет? Готовься к битве, жалкий демон. Костас, ты проиграешь. Я великий гипердемон. По имени Ультра-Король Отчаяния. Я порабощу свой Мобиус, починю себе всех демонов и выпеку экзекторский кукан. Жаль, такое интро не сделали для русскоязычных ютуберов. Я даже знаю для кого. Как я и думал, очередной ничтожный мерзкий демон, вставший на моем пути. Будешь знать, что тебе не победить великого Костаса. Однако, хватит об этом. Теперь мы можем пойти и пройти эту игру. Вперед! Навстречу приключениям! К сожалению, его оригинальный голос я не знаю, чтобы чуть-чуть хотя бы повторить. По крайней мере, я его не помню. Да. Что же, погнали дальше, покажу интро, естественно, Sunfire. В первой части чур эти интрушки не работают. Ну, погнали. И все. Интересно. Даже интересно, они какие-нибудь сюжеты сами себе, типа, делали, но их спрашивал вообще Джайс.
Окей, интересно. Ну что же, На этой эпичной музыке из Дума. ладно. Мы будем прощаться. А с вами был Геймер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Обожаю вас. Касаемся.